Сразу по конструкции скажу. Должен быть обязательно фильтр. Это он. Клапан обратного хода. То есть вода двигается только в эту сторону. Кран, чтобы закрыть воду, если нужно. Кран, чтобы заливать сюда воду. Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать правильную впускную систему для насосной станции на даче или в частном доме. Почему говорю правильную? Потому что важно, чтобы все соединения, все значит, элементы конструкции этой были собраны в правильном положении и крепко-накрепко затянуты, чтобы исключить попадание воздуха в системе. Потому что если, например, где-то будет подсачиваться воздух, то насосная станция не будет работать. Вернее, она работать будет, но будут проблемы с выключением, с автоматическим выключением. Вот, то есть подсасывается воздух где-то, и насосная станция не хочет выключаться. Это такая самая распространенная проблема. Значит, в чем может быть причина? Вот, например, я сейчас передо мной подобная такая вот система. Она уже где-то несколько лет стоит на даче. И проблема в том, что где-то подсасывает воздух, потому что станция работает, а потом, то есть вода идет, все нормально, но она не хочет выключаться. Вот. Как я вижу, здесь есть элементы, которые могут давать, вот видите, она прокручивается, уже видно, что где-то может подсасывать воздух. И причем, когда эта конструкция делалась, то было все нормально, и насосная станция работала как положено. Почему так происходит, в частности? Потому что здесь есть соединение металла, да, металлических конструкций и пластмассы, которые имеют разный коэффициент расширения на тепле и на холоде, в зависимости от температуры. В частности, вот если, например, когда тепло, пластмасса расширяется гораздо больше, чем металл. Видите, она соединена. И получается, что она расширяется и больше зажимает это соединение, как бы, да, то есть нету точно попадания воздуха. Но когда идет холод, например, вечером, то пластмасса сжимается, и естественно, металл не успевает за ней угнаться, и получается, здесь вот она уже начинает прокручиваться. Вот видите, хотя было затянуто очень крепко. Поэтому, естественно, всю эту систему сейчас нужно перебрать и сделать правильно. Здесь она сделана просто на фум-ленте. Я такие конструкции не приветствую, когда вот фум-лента в местах соединения пластмассы и металла. Мы все это сделаем на пакле и зальем герметиком. Сразу по конструкции скажу, что здесь у нас есть правильная конструкция впускной системы. Должен быть обязательно фильтр. Это он, который предохраняет от попадания всякой грязи из скважины. Может быть, тут, видите, идет труба с насосной, как она называется, идет труба со скважины. Вот эта труба просто, она, получается, идет до уровня воды. Здесь не глубоко, здесь всего, наверное, метра 2-3 максимум. Вот, но идет труба, просто опущена, тоже где-то метра 3, туда пластиковая. Потом идет переход на фильтр. Потом идет, обязательно должен быть, так, собака, уйди. Собака. Иди, я тебе потом расскажу. Она тоже хочет поучаствовать, что-то рассказать. Потом идет клапан обратного хода, то есть вода двигается только в эту сторону. Если какой-то получается воздух, то есть он не позволяет воде уйти обратно.
Также идет здесь кран, чтобы закрыть воду, если нужно. Так, вот так вот перекрывается. И кран для того, чтобы заливать сюда воду, например, когда система собирается, то обязательно нужно полностью залить ее водой. Всю эту трубу до насосной станции обязательно должна быть залита водой. Сюда очень удобно заливать воду. Сейчас вот я воду слил на выходе, на входе. Сейчас попробую тоже. Все, давления нету в системе. Можно ее разбирать. Ну и, собственно, дальше идет опять-таки переход на пластмассу, который я уже говорил про коэффициент расширения с металлом. Соединение очень такое хлипкое, особенно когда оно сделано через фум-ленту. Что представляет из себя этот фильтр, который стоит на входе? Сейчас мы, кстати, откроем. Должно упасть давление, потому что тут открыли мы, давления нет уже, а здесь вообще все проворачивается. Потихоньку открываем, потому что там все равно есть давление со скважиной. И посмотрим, что здесь есть, что здесь скопилось. Значит, внутри идет обычная сетка, которая, видите, вот еще какие-то куски пластиковой трубы опущены в скважину. Их обязательно нужно удалить, потому что иначе они могут попасть в насосную станцию, ну и нарушить ее работу. Когда у нас спущено давление в всей системе, уже разбираем всю эту конструкцию. Что очень легко идет, значит, фактически соединение не герметично было. Теперь важно убрать вот эти остатки, ошметки этой фум-ленты и все, что могло туда попасть, кроме воды. Так, после того, значит, мы тут все почистили. Чистенько, аккуратно. Берем паклю, ее разравниваем, так, чтобы взять одним куском, и накручиваем, смотрим, чтобы на пакле не было, у нас никаких ни узелков, ничего. То есть вот так вот, разравнивая, и смотрим, чтобы не попало внутрь. Заматываем. На вот это соединение. Так, после того, как мы намотали, обычно использую вот такое польское средство для вот именно герметизации, чтобы намазать на паклю.
Называется ProMaster. Очень хорошая штука. Всегда пользуюсь ей. И вам рекомендую. Так. Это один раз. И намажу еще, и накину еще пару витков пакли уже поверх. Ой, тут какая-то гадость. Чувствую, сейчас дождь начинается. Пару витков пакли обязательно, начиная вот с начала. Разравниваем ее, чтобы не было никаких заплетенных косичек, чтобы она туда не попала внутрь, иначе все это здесь скопится в фильтре и будет засорять систему. Ну, по крайней мере, фильтр так точно. И еще раз промазываем. Хорошо промазываем всю эту конструкцию. Примерно вот так. Примерно вот так это будет. Так, и теперь мы покрываем еще все это дело герметиком. Использую силиконовый герметик, не акриловый, а именно силиконовый. Именно силиконовый герметик будет держаться очень крепко. Так вот, не сильно много, но достаточно, чтобы было равномерно. Равномерно и особенно по краям. Так, все. Теперь можно закручивать. Беру эту всю конструкцию, которую я снял. Она герметична, я ее проверил на другой системе. В принципе, тут металл, и никаких проблем быть не должно. Я только почистил ее от остатки фумленты. И сейчас, видите, да, то есть края почищены, фильтр почищен. И накручиваем ее на эту систему. Так, правильно же, правильно. Еще раз напоминаю, что пакля должна накручиваться по ходу от резьбы. Так, это уже тяжело идет.
этой стороны эта часть, которая пойдет на трубу к станции. Мы также делаем, наматываем паклю, наматываем паклю и сверху герметиком. Очень важно сразу проверить, чтобы вот здесь не было никаких зазоров между вот этой резинкой. То есть обязательно должна быть ровная поверхность, потому что часто бывает, что здесь тоже попадают песчинки, и тогда соединение получается не герметичное. И самое главное, я еще забыл сказать, что если когда надо одеть трубу, то вначале одевается резинка, а потом вставляется труба. Главное, потому что некоторые берут на вот эту трубу, сначала одевают резинку, вот так вот, да, а потом вставляют это неправильно, и получается не герметичный стык. Понятно, что так легче сначала сюда, но правильно сделать именно вот так, чтобы резинка изначально уже была в этом переходнике. Ну и теперь нам нужно одеть эту трубу сквозь резиновое кольцо. Я бы обычно делаю еще сюда. Я еще делаю сюда силикон тоже по кругу. Все, получается вот такая конструкция. Даем ей немножко подсохнуть, и в принципе можно заливать воду. То есть вода заливается в насосную систему, в насосную станцию вот через этот кран. Вот сюда прямо заливается вода. И до максимума, чтобы она должна быть полностью залита водой. Вся впускная система. Тут мы закрываем пока. Наполнять водой будем позже. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До следующих встреч.